нахожусь на небольшом производстве чая. Надо сказать, я очень часто говорю слово «небольшое производство чая», потому что практически большинство чая на Тайване, да и не только в нем, делается все-таки небольшими заводиками, которых просто очень много, такие семейные производства. В период сбора, в период активного производства чая, в сезон часто семьи приглашают, конечно, кого-то на помощь, но бывает так, что и справляются, в общем-то, сами. Конкретно этому заводу уже больше 100 лет. Здесь видно вот так вот такие остатки старой бамбуковой сетки, которая уже как бы сохранилась еще со времен японской колонизации. Вот. Есть также очень старые станки, это видно, то есть какие-то из них даже таким полуручным приводом. Вот. Ну, то есть такой очень заводик аутентичный. Вот. Делают они Дундин Улун, потому что мы находимся в деревне Дундин. Вот. И, в общем, такой у них, можно сказать, традиционное для улуна производство. То есть сначала вэйдяо, когда раскладывается чай на полу, да, и выходит первичная влага. После этого, значит, они делают яо-синь, то есть такой вот скрученный, как в этих вот самых барабанах. Вот, потом, значит, складывают на подносы. Какое-то время он, значит, лежит в тени, чай. Вот, и после этого, значит, идет обжарка в таких вот барабанах на газу. Вот, собственно, скручивание жоунен. Причем здесь такой очень довольно-таки аутентичный старый станок для скручивания. Их очень много самых разных. Здесь вот такой. Вот. Ну и сушка, ганзао, да, и потом, значит, стадии последние несколько раз повторяются до момента готовки. Вот. И далее уже чай либо, значит, обдираются черенки и получается, собственно, цинсян дундин, либо дальше идет он уже на дальнейшей стадии обработки, то есть на финальную сушку, на пайхуа, то есть когда делают уже такой темный улун. Одной из очень классных находок в Лугу стала мастерская мастера Лю, гончарная мастерская, где я сейчас, собственно, нахожусь. Мастер Лю специализируется на такой вот, скорее, керамике японского стиля, то есть делает тяваны, разные чаши, пиалы, блюда, ну, в принципе, не только их, но в основном. Вот. Мастерская довольно интересная, и надо сказать, что у мастера весьма своеобразный подход. То есть он сам такой довольно харизматичный человек с очень таким живым подходом, да, и каждое изделие он вкладывает душу, то есть все сделано полностью вручную на гончарном круге. Вот. У него есть 2-3 помощницы, которые помогают ему глазурировать и обжигать изделия. А так он делает сами изделия, он делает всегда только сам. Вот. То есть у него даже нет помощников. Мастерская такая, видно, что очень древняя, то есть он занимается уже керамикой больше 30 лет, вот, и постоянно совершенствует свое мастерство. У него есть очень красивая выставка его изделий, вот, и кое-какие из этих изделий удалось мне даже приобрести. Надо сказать, что не все фабрики себе могут это позволить, и не все настолько серьезно подходят к этому вопросу. То есть мастер Лю, он сам смешивает глину, то есть он не покупает готовое сырье, как это часто бывает распространено на небольших производствах, а он именно сам делает сырье, сам купажирует глину, поэтому у него такой, можно сказать, наиболее серьезный подход от самого нуля до финала. В мастерской, кстати, есть такой даже воркшоп, в котором можно сделать свое изделие. Это, кстати, на Тайване довольно распространено. То есть, когда мастер делает свою мастерскую практически такой открытой, и гости, друзья, знакомые, туристы, все, кто проезжает мимо, могут зайти и сделать что-то сами вместе с ним. Причем не только взрослые, но и дети.
Привет, мой старый друг. На горе Дундин, безусловно, есть такое замечательное место, которое называется парк чайной культуры. На самом деле весь парк чайной культуры заключается в собой из небольшой дорожки, которая проходит вдоль чайных кустов, а также вот такая вот небольшая беседочка, в которой сидит наш старый друг, легендарный автор чайного канона господин Лу Юй. Причем в таком классическом изображении, где есть, собственно, его книга, то есть чадзин, есть чайник, есть обязательно у него пиалочка в руках. Вот, и причем борода у него всегда именно вот такая. Вот, может быть, какая угодно у него, значит, форма и поза даже, и все остальное, но вот атрибуты в виде чайника, книжки, пиалы и вот такой бороды обязательно у него будут. В общем, такой вот главный, легендарный персонаж всей чайной культуры Китая и не только. Как я и говорил, весь сад чайной культуры на Дундин, он находится в таком запустении, то есть то ли его не доделали, то ли забросили. Но тут, вот, собственно, дорожка выглядит вот так вот, она вся заросла, вот, то есть как минимум несколько лет никто тут не убирался. Вот там видны такие каменные чайные столики, тоже заваленные вот таким вот слоем банановых листьев. То есть видно, что тут, скажем так, немножечко все в запустении. Кстати, вообще интересная такая тенденция. Часто приходится наблюдать некие такие культурные объекты в таком полузаброшенном виде. То есть, причем это не потому, что там людей мало или что-то еще, просто, скажем так, интерес к традиционной культуре, он все-таки не настолько велик в современном Китае и Тайване.